Пока мы спали, Blizzard признали свои ошибки и такое выкатили. Наконец-то, после новости о прекращении работы над Season of Discovery, Blizzard активно взялись за Пандарию. И буквально 9 часов назад показали огромный список изменений классов до патча Дренора. Все созданные до этого тир-листы идут в помойку. Видео будет обширным. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Комментарий от Blizzard. Мы пересматриваем дизайн классов в оригинальном Mists of Pandaria и понимаем, что с течением дополнения классы менялись, порой существенно, от фазы к фазе. В классических версиях мы всегда начинаем с дизайна классов и с финального патча дополнения. Для Mob Classic это патч 5.4.8. Однако классы в 5.4.8 не были сбалансированы под ранний контент, например, первый рейдовый тир. Без изменений некоторые из них выглядели бы странно и неуместно на старте, поэтому мы пошли по пути детального анализа каждого класса и специализации, внося изменения. Многие из этих изменений просто откат изменений, которые были сделаны в оригинальном моб позже. В некоторых случаях мы добавили фиксы, которые появились только в припатче Дренора. Некоторые специализации получили раннее усиление, даже несмотря на то, что должны были бы хорошо масштабироваться сами по себе в ходе дополнения. Цель – это сбалансировать их в самом начале дополнения, но важно, мы планируем отменить часть этих бафов позже, когда классы начнут масштабироваться естественным образом. Изменения в способностях, глифов и талантов. Мы внесли изменения в механику некоторых способностей, глифов и талантов, но только для определенных специализаций. Это значит, что если способность доступна разным спекам, она изменится только для указанной специализации. Все ниже описанные изменения не повлияют на PvP. В этих случаях все способности, искусность и глифы будут возвращены к оригинальной версии 5.4.8. Единственное исключение – изменения, касающиеся предметов и бонусов от сетов. Они не будут отменяться при входе на PvP. Blizzard уверены, что все классы выиграют от этих изменений по ходу Mists of Pandaria Classic. Изменения в друидах. Балансы. Бонус к урону от сил природы и тайной магии увеличен до 20%, ранее было 10%. Это новое изменение. Падающие звезды теперь не делят шанс активации между несколькими целями. Откат к версии 5.4. Коты снова изучают природную стремительность, но не могут использовать ее на аренах и полях боя. Ранее у ферлов этой способности вообще не было. У медведей трепка, стоимость снижена ярости до 20, ранее было 30. Это изменение из патча Дренора. У бревен натуралист бонус к исцелению увеличен на 15%, ранее было 10, это новое изменение. У охотников уже успели отменить все изменения, которые они придумали, это был Пет, спороскат, который активировал энергетические споры только на полях боя и аренах, а также Пету дали новое заклинание «Бешеные споры», которое давало тот же эффект, только уже в ПвЕ. Таким образом, эта способность увеличивала скорость атаки и произнесения заклинаний на 10% вместо 5%. У магов возгорание теперь наносит 50% больше урона тиком в секунду, ранее было 20%, нас откатили к версии 5.4. Патч туманов претерпел довольно существенные изменения, понижение корректировки. Монастырские знания, бонус к урону от сверкающего нефритового молнии снижен до 25%, ранее было 100%. Это новое изменение. Порыв нефритового ветра теперь отменяется, когда монах входит в стойку мудрой змеи. Это новое изменение. Комментарий разработчиков. Игроки использовали стойку разъяренного тигра, чтобы применять порыв нефритового ветра за 40 энергии, а затем возвращались в стойку мудрой змеи, избегая расхода маны. Это считалось оптимальной схемой из-за высокой стоимости порыва нефритового ветра и слабого возврата маны. Blizzard не хотят, чтобы такие танцы оставались лучшей стратегией. И если проблема маны не будет решена, лучше снизить стоимость порыва нефритового ветра, чем поощрять этот обходной путь. Улучшение по мане. Мана-чай. Возврат маны за заряд увеличен до 5%, ранее было 4%. Это новое изменение. Туманы. Стоимость заклинания снижена на 13%, теперь стоит 7,65% от базовой маны, ранее было 8,8%. Это новое изменение.
Дзуки. Стоимость снижена на 25%, теперь 6% от базовой маны, ранее было 8%. Частичный откат к патчу 5.2. Улучшение исцеления. Эффективность исцеления увеличена на 48%. Откат к патчу 5.1. Величие. Теперь восстанавливает 42% урона в виде исцеления, ранее было 25%, что сделало прирост на 68%. Это комбинация изменений из версии 5.2 и 6.02. Комментарий от разработчиков. Бонус исцеления от стойки мудрой змеи применяется и к величию, так что на практике это около 50% урона в исцелении. Восстановление сил. Мощность исцеления увеличена на 43%. Это откат к версии 5.4. Глифы. Символ направленного выброса. В PvP работает как и прежде. В PvE заменяет духовный подъем на версию старого глифа. Духовный подъем больше не требует ЦИ, но тратит 10% от базовой маны. Это комбинация откатов к 5.4 и частично к 5.2. Танцующий с ветром. Искусность, покоренная ярость. Теперь увеличивает урон от отвара тигриной силы на 0,2% за каждую единицу искусности. Ранее искусность давала шанс получить дополнительный заряд отвара тигриной силы, когда вы его накапливали. Это откат к версии 5.4. Отвар тигриной силы теперь даст 3,5 урона за стак, плюс 1,6% от базовой искусности. Ранее было просто 6% урона за стак, и искусность не влияла. Это комбинация отката плюс 5.4 и новое изменение. Заряд теперь дает за 3 потраченных ЦИ, было 4, откат к версии 5.4. Сет бонус Т-15 4 части. Откат к оригинальному эффекту. С 10% шансом дает дополнительный заряд отвара тигриной силы, когда вы получаете обычный заряд, вне арены БГ. Ранее увеличивал урон от отвара тигриной силы на 0,5% за потребленный стак. Откат к версии 5.4. Холли Паладины. Вечное пламя. Периодическое исцеление снижено на 28%. Нас откатили. Теперь оно может активировать искусность озаряющее исцеление. Откат к версии 5.4. Озаряющее исцеление. Базовая эффективность щитов увеличена до 12% от исцеления. Ранее было 10%. Протопаладины. Святилище. Снижение урона увеличено до 20%. Ранее было 15%. Это новое изменение. Священный щит. Сила щита увеличена на 43%. Откат к версии 5.4. У ретриков увеличен урон от следующих способностей на 10%. Это Божественная буря, Удар воина света, Правосудие, Молот праведника, Молот гнева и Экзорцизм. Это новое изменение. Вердикт храмовника. Урон увеличен на 20%. Это изменение из патча 6.02. Жрецы. Общие таланты. Божественная звезда и сияние теперь подчиняются ограничению на АОЕ эффект до 20 целей для урона и до 6 для исцеления. Далее эффект делится. Это откат к 5.4, и это является исправлением, перенесенным из 6.0 при патче. Каскад может отскакивать максимум 3 раза вместо 4. Это откат к версии 5.4. ДЦ. Божественное покровительство теперь равно 80% от целевого исцеления вместо 100%. Это новинка. Т-14, 4 части, снижает кулдаун исповеди до 1 секунды вместо 3. Это возвращает исповедь к 8-секундному ресету, как в МОБ 5.0. Искупление вины, целевое исцеление от урона снижено до 70% вместо 90%. Это из патча 6.02. Божественная звезда для ДЦ. Исцеление снизилось на 25%. Щит души. Длительность увеличена на 50% и теперь составляет 15 секунд. Это откат к версии 5.4. Итак, ДЦ в целом претерпели нерфы. ШП. Генерация сфер тьмы при пассивном нахождении вне боя арены БГ. Это новинка. Облик тьмы. Усиление урона увеличено до 30% вместо 25%. Общие изменения у разбойников. Коварный удар. Стоимость энергии снижена до 40 вместо 50. Урон от оружия снижен до 192% вместо 240. Это частичный откат бафа 5.4. Оба изменения означают минус 20% к стоимости и урону, что делает ротацию плавнее, проком и общим бафом. У мутиков решимость ликвидатора бонус урона подняли до 25% вместо 20%. У комбатов
Введен счетчик для коварства бандита, который отслеживает коварный удар и пробивающий удар, показывая процесс к проницательности. У шаманов общие изменения. Целительный ливень, эффективность исцеления снижена на 25%. В талантах ограничение максимальной длительности целительного ливня через проводимость до 30 секунд вместо 40. Наставление предков. Преобразование урона и исцеления снижено до 20% вместо 60 и 40%. У элемов урон от молнии увеличен на 10%. У энхов удар бури, урон от оружия подняли до 450% вместо 380%. Это откат к версии 5.4. И у эршамов цепное исцеление, падение эффективности на цель уменьшено до 20% вместо без потерь. Это частичный откат. И быстрина, стоимость маны увеличена на 15%. Чернокнижники, афлики. Гибельная хватка, урон повышен на 50%. Бонус 50% к урону от других дот при попадании гибельной хватки вместо 30%. Похищение души, урон увеличен на 50%. К бонусу от других дот на 100% вместо 60%. У демонов дикий бес, урон увеличен на 43%. Символ стаи бесов, количество призванных импов стало 5 вместо 4. Урон адского пламени и жар преисподней подняли на 25%. И волна хаоса, урон увеличен на 50%. Из глифов. Символ бесконечной решимости. В ПВП остался старый эффект. В ПВЕ повышает длительность дот эффектов на 50%, но снижает их урон на 20%. У воинов тоже общее изменение. Любой урон, входящий или поглощенный в стойки берсерка, теперь генерирует ярость, а ранее только входящий урон. Фурики. В лютом берсерке увеличен урон, а также ярость берсерка исступления, длительность увеличена на 33%, теперь 8 секунд вместо 6. Blizzard провели масштабную переработку классов специализации в ПВЕ, сохранив оригинальные PvP-версии способностей. Это своего рода гибридный баланс, адаптация старых патчей к реалиям Mob Classic. И вот ключевые выводы. Все изменения затрагивают только ПВЕ. Арены, поля боя и рейтинговый режим используют патч 5.4.8 без изменений. Изменения из будущих патчей 5.1 до 6.0.2 используются точечно, когда это улучшает баланс, повышает удобство или устраняет старые лазейки. Основной фокус – это улучшение ротаций, снижение затрат и устранение нечестных механик и возврат сильных версий способностей. Blizzard явно стремятся сделать ПВЕ в Mob Classic разнообразнее по механикам, ближе к современному комфорту, не разрушая олдскульную суть, балансированным и интересным даже на высоких уровнях сложности. Эти изменения открывают больше билдов, но требуют адаптации, нужно обновлять ротации, реагировать на мету и пробовать новые подходы. Делитесь своим мнением по поводу новых обновлений в комментариях, а также не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.